Саш, иди сюда. Саша вошел на кухню, где жена в темноте смотрела в окно. Ты чего там высматриваешь? Иди, посмотри. Лена указывала куда-то вниз. Видишь, бабка сидит. По-моему, она из той квартиры на первом этаже. И что? Захотела воздухом подышать. Ой, стареешь, Ленка, сама уже как бабка. Саша, ну не говори ерунды. Метель такая на улице, а она подышать вышла. Тем более я ее еще перед ужином видела. Она уже там сидела. Саша наконец присмотрелся повнимательнее. Они купили здесь квартиру всего 3 месяца назад, и жильцов, естественно, знали плохо. Бабка уже была изрядно заметена снегом. «Ох, Лен, не помрешь ты своей смертью. Где-нибудь сгинешь, спасая обездоленных. Чайник ставь». Он уже одевался в прихожей, а Лена суетилась на кухне, пытаясь вспомнить, говорила ли ей что-нибудь словоохотливая Нина про эту бабку. Нина – это их соседка через стенку. Добрая, громкая женщина, мать 3 мальчишек и жена маленького молчаливого доктора Сережи. Лена остановилась. Точно, говорила. Внук есть у этой старушки. Что-то с ним не так. То ли пьет, то ли сидел. Она тогда слушала невнимательно. Чайник как раз засвистел, когда хлопнула входная дверь. Вернулся Саша. Лена вышла в прихожую и сразу поняла, что чай сейчас мало чем поможет, но что-то делать нужно было. «Давайте-ка я вам помогу». Лена стала снимать с женщины пальто и просто до речи потеряла. Оно было осенним. На улице -20, метель такая, что вой стоит, а бабка в осеннем пальто. Лена усадила ее на стул, поставила перед ней кружку с чаем. Старушка обхватила кружку руками, а взять никак не могла, руки не слушались. Лена помогла ей, и бабушка вскоре начала лязгать зубами. Но уже хотя бы спасибо произнесла, значит, не все потеряно. «Как же вы на улице в такую погоду оказались?» «Так ждала». «Ждали? Кого?» «Так к Илюше друзья пришли, а он очень не любит, когда я дома. Вот я и пошла переждать. Только сегодня что-то долго они. Давно уж должны были все выпить да разойтись». Лена быстро посмотрела на Сашу, потом снова повернулась к старушке. «Вас как зовут-то?» «Анастасия Ивановна я». «Анастасия Ивановна, а Илья кто?» «Так внучок мой». «А сколько ему лет?» 26. Ну, хоть что-то. Старушка вдруг вытерла глаза. Никто же и не думал, что он таким вырастет. Он же не со мной жил. Как сын с невесткой погибли, квартира ему осталась. Но он туда редко уходит. Что ему там делать? Ни еды, ни выпивки. А тут, бывает, и денежка перепадет. Но он же взрослый. Он вам должен помогать. Что ты, деточка? Не нужно мне. Моё б не отбирал. Значит, нужно к участковому. Старушка испугалась. Ходила она к участковому. Тот выслушал ее на бегу, да так же на бегу что-то Илье сказал. Внук тогда пришел пьяный, злой, долго ее пинками угощал. Вроде и не сильными, но так больно было. С тех пор она на него никому больше и не жаловалась. Ничего, потерпит. С улицы послышались песни. Анастасия Ивановна хотела встать. Расходятся, побегу я, а то он на крючок закроется, и все, не попасть мне тогда будет. Женщина поднялась и тут же рухнула на пол. Саша и Лена бросились к ней. Когда положили на диван, Лена посмотрела на часы. «Саш, 11:30. Как думаешь, спят соседи?» «Не знаю. Сейчас попробую постучать». Лена слышала, как муж разговаривает с Ниной, а потом и с Сергеем. Вскоре они оба вошли в комнату. У Сергея с собой была большая аптечка. «Ну, что тут у вас?» Он бегло осмотрел Анастасию Ивановну, померил давление, температуру и вздохнул. «В больницу нужно.
Тут и истощение, и воспаление, полный набор. Есть у нее с собой документы?» В этот момент старушка глаза открыла. «Есть, я всегда ношу с собой. Мало ли, помру где на дороге. А в больницу это хорошо. Все не на улице, как собаки помирать». И она заплакала. Горько так, как-то по-детски. Лена наклонилась к ней. «Вы не плачьте, я вас завтра навестить приду». Старушка схватила Лену за руку. «Правда? Ты приходи, просто так приходи. У меня же нет никого, и прийти ко мне некому». Анастасию и Иванну увезли в больницу, а Сергей вздохнул. «Вот жизнь-то, как говорится, не делай добра». Лена сразу повернулась к нему. «Это ты про что?» «Так Илья этот, он и не внук ей даже. Приемный он. Сын Анастасии Ивановны и невестка усыновили его. Ему тогда уж лет 8 было. Что-то там у них, не знаю. В общем, не было детей. Они его любили, все ему на блюдечке. А потом по работе в командировку полетели и попали под сход лавины. Я подробностей не знаю, но примерно так. Илье тогда уже 17 было. Вот он и остался с бабкой по собственному желанию». «Как? И так себя ведет? А почему никто не вмешивается?» «А кто? Соседи? Кому это нужно такое?» На следующий день Лена приготовила бульон, купила фруктов и отправилась в больницу. Старушку было настолько жалко, что Лена точно знала, сейчас она ее оставить никак не может. Нужно что-то придумывать. Вот сейчас она обо всем расспросит Анастасию Ивановну, и тогда начнет действовать. Пойдет в полицию, в собес, куда там еще в таких случаях обращаются. Саша с утра посмеивался над ней. «Я смотрю, ты настроена воинственно». «Конечно, это же уму непостижимо, старого беззащитного человека так обижать». Анастасия Ивановна обрадовалась ей, как самой родной. «Ой, Леночка, я не поблагодарила вас вчера. Ты знаешь, мне какие-то уколы сделали, так я всю ночь без страха проспала. Дома-то одним глазом сплю, вторым смотрю». Лена села перед ней и заговорила. «Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему вы позволяете так вести себя, по сути, чужому человеку? Тем более, что жилье у него есть. Ладно бы он ребенком был, а то ведь взрослый мужик». «Так не чужой же он мне, Леночка, он же мне внук». «Понятно, что внук, но ведь усыновленный. Он радоваться должен, что у него вы вообще есть». Анастасия Ивановна вздохнула и осторожно присела на кровати. «Ох, не знаю, как и рассказать. Никогда никому не рассказывала этого». Она помолчала. «Невестка моя Катенька, она хорошая была. Болезнь у нее какая-то по-женски случилась. Долго в больнице лежала, а потом ей доктора сказали, что детей не будет у нее никогда. Переживали они сильно. Сын мой места себе не находил. Лешка-то у нас один был, с детства мечтал о том, что будет у него большая семья. А тут такое. В общем, разлад у них в семье начался. Дело чуть ли не до развода. Леша даже на какое-то время ко мне переехал. Переживала я за них сильно. Катенька же тоже не виновата. Пока у меня сын был, закрутил роман он на работе с коллегой. А потом, как будто опомнился, спохватился, кинулся к Кате прощения просить. И я рада была, когда все хорошо у них стало. Лет уж 7, может, чуть побольше, прошло с того момента. Приехал сын ко мне. Сам белее снега, руки трясутся. Письмо ему кто-то прислал. А там написано, какой он плохой человек, потому что сын его в детском доме мается. Оказывается, женщина, та, с которой роман у него был, родила. А когда мальчику было 5 лет, заболела и умерла. Родственники брать его не захотели, вот он и попал в детдом. Сын тогда сразу поехал туда,
через знакомых анализы какие-то делал. Все правдой оказалось. Только вот как Кате сказать, не знал. Сына навещал, но про то, что он его отец, не говорил. А Катя однажды узнала, что Лешка в детский дом ездит. Проследила за ним или что. В общем, увидела она, как он с Илюшей гуляет, гостинцы ему возит, и даже не подумала, что это неспроста. Подошла к ним, расплакалась и сразу предложила Илюшу усыновить. Сын смолодушничал, не сказал ей ничего, и я тоже промолчала. Бабушка вздохнула. Понимаешь, Леночка, с любой стороны мы перед внуком виноваты. Он же до сих пор не знает, что неприемный. Вернее, что Леша его настоящий отец. А как сказать теперь, я и не понимаю. Хотя, наверное, это уже ничего и не изменит. Лена, конечно, любила сериалы, но чтобы вот так, сериал рядом, такого с ней никогда не было. Анастасия Ивановна, но так делать все равно что-то нужно. Вы же не сможете так дальше жить. Ой, а что мне тут жить-то осталось? Чай потерплю. Ну это глупости. Что значит потерплю? Ради кого? Ради человека, которому на всех плевать? И совершенно неважно, родной он вам или нет. Лена шла домой и пребывала в полной растерянности. Но что теперь делать? Вот как помочь этой несчастной пожилой женщине? А через 3 дня наступила развязка. Причем такая, какую никто не ожидал. Лена снова была у Анастасии Ивановны, когда дверь палаты распахнулась, и на пороге возник Илья. Был он потрепан, но трезв. «Привет!» Анастасия Ивановна испуганно посмотрела на него, а потом улыбнулась. «Илюшенька, заходи, заходи!» Лена отошла к окну, чтобы не мешать, но уходить не собиралась. Мало ли, может, он снова пришел деньги требовать. Илья настороженно посмотрел на Лену, но промолчал. Присел на стул возле кровати бабушки. Он какое-то время молчал, не знал, как начать разговор, как задать самый главный вопрос. Он вчера все шкафы, все ящики дома у бабки вывернул в поисках денег. Денег не нашел, зато нашел кое-что поинтереснее. Он достал листок бумаги из кармана, протянул Анастасии Ивановне. «Ба, это правда?» «Что правда?» Она взглянула на листок. Это были те самые результаты неофициального анализа Леши, ее сына, и Ильи. Вздохнула. «Правда, Илюша, я хотела рассказать, но тебе как-то не до этого было. А раньше почему не сказали? Я же всегда считал, что у меня нет никого, а значит, и смысла барахтаться в этой жизни нет. Папа, наверное, не мог, ведь мама ничего не знала. А я? Не могла же я чужую тайну рассказывать. Ты прости нас, Илюша, неправильно все это как-то получилось». Илья долго сидел, молчал. В какой-то момент Лене даже жалко его стало. Вот сидит мужик, а ни жизни, ни цели. Кто знает, если бы все знал, может, как-то по-другому вел бы себя. Наконец, Илья поднял голову. «Ба, я уеду. Одноклассник мой Гришка, помнишь, может, его? Он на севере уже 3 года. Звонил как-то, звал. Я уже позвонил ему. Завтра поеду. Только денег у меня нет. Я потом вышлю тебе, обещаю». На следующий день Анастасия Ивановна при помощи Лены сбежала из больницы. Но не насовсем, а чтоб внука проводить. Илья выглядел уже намного лучше. Лицо не такое помятое, одежда чистая, выглаженная. Он обрадовался, когда их увидел, шагнул вперед навстречу бабушке. «Тебе же нельзя, заругают в больнице». А старушка расплакалась вдруг. «Ты мне звони, рассказывай, как у тебя дела, слышишь?» Она обняла внука
прижалась к нему. Илья подозрительно шмыгнул носом. «Конечно, буду звонить и денег буду присылать. Прости меня, ба». «Это ты нас прости. Все не по-человечески. Жил с родным отцом, а все время думал, что с чужим человеком». Вскоре Анастасию Ивановну выписали. Старушка выглядела намного лучше. Сама бегала в магазин, вечером выходила посидеть на лавочку. Лена спрашивала несколько раз, как там ее Илюша. «Хорошо, Леночка, жениться собирается, меня зовет. Но куда я поеду в такую даль? Девушка красивая, в ежовых рукавицах его держит. Он же мне денег каждый месяц присылает. Но я не трачу, пусть лежат. Потом ему что-нибудь куплю». Прошло уж более 2 лет с того времени, как Лена и Саша нашли замерзающую старушку у подъезда. Все уже позабылось, утряслось. Но как-то раз, перед Новым годом, раздался звонок в дверь. Лена открыла и испугалась. На пороге стояла взъерошенная Анастасия Ивановна. «Что случилось?» «Ой, Лена, беда». «Да говорите вы, что случилось?» Лену уже начало потряхивать, но что снова могло случиться? «Илюша с женой Олечкой на Новый год ко мне в гости едут, а Олечка беременна. Ой, Лена, как встречать? Чем угощать?» Лена чуть не упала. Потом она посмотрела на Анастасию Ивановну и подумала, что иногда рукоприкладство можно и оправдать. Ей так хотелось тряхнуть соседку, сил не было. Чуть сердце не остановилось. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.